Фехтование на мечах — это один из крутейших элементов игр о Белом Волке. Сегодня мы с вами разберем бой из концовки первого Ведьмака. Объясню, чем этот бой крайне необычен для истории о Геральте из Ривии. Расскажу про детали, которые заметны только взгляду фехтовальщика и которые большинство из вас скорее всего пропустило. Как умения ведьмаков будут менять их фехтование, какая тактика была бы оптимальна для Геральта, а какая для убийцы королей. Вы узнаете, что такое финты, вольты и пируэты, какие ошибки есть у Геральта из Ривии, и как Геральт мог вполне проиграть этот бой. Всем привет! Меня зовут Лёша Свиридов, и я инструктор по длинному мечу. Давайте разбираться. Первое, что мне бросилось в глаза, это вот эти алебарды. Они несколько абсурдно большие. Можно было бы подумать, что мол, это статуи и дали им просто побольше для эпичности. Но нет, стражники стоят с абсолютно такими же. Абсолютно не критично, просто маленький смешной киноляп. Художник просто чуть-чуть переусердствовал с размерами. Для сравнения, в реальности это смотрится примерно так. Но перейдем чуть ближе к делу. Начнем традиционно с экипировки. Дизайн Геральта из первой игры максимально близок к книжному первоисточнику, так что большинство проблем с этой экипировкой связаны исключительно с тем, чтобы соответствовать канону. Вообще кожа — это достаточно интересный выбор материала, потому что кожу в принципе можно выварить до состояния, где она будет обладать некоторыми защитными свойствами. Вот вам как пример перчатки от мастерской Элая. Но с кожей есть еще одна очень значительная проблема. Кожа требует очень хорошего ухода, а в условиях, в которых работает Геральт, она быстро приведет в негодность. К сожалению, знаем это потому, как быстро умирает общаковое снаряжение. Также у Геральта при себе имеется разделочный нож и кинжал. Эти два понятия крайне часто путают, но различие довольно очевидное. Нож — это хозяйственно-бытовой инструмент, а кинжал — это непосредственно оружие. Для упрощения кинжала можно разделить на три большие категории. Первая — это дуэльные кинжалы. У них будет сравнительно большая гарда для того, чтобы можно было выполнять различные парирования. Кинжалы для пробития доспехов. Специфичное оружие, максимизирующее свои колющие свойства, и нужен он преимущественно для борьбы в доспехах, чтобы просунуть его в какое-то сочленение между пластинами. И кинжалы скрытого ношения, тут все понятно. И кинжал Геральта скорее дуэльный. Ну и конечно же мы не можем не обсудить стальной ведьмачий меч. Вообще в книгах Сапковский не очень любил описывать меч ведьмака, по крайней мере оригинальный. Из изначального книжного описания мы только знаем, что он держал его в двух руках. Но есть одна интересная зацепка. Во время подготовки к бою с упырицей упоминается некое оголовье меча. То есть скорее всего имеется в виду навершие, что дает нам повод предположить, что меч ведьмака — это действительно европейский длинный меч. Почему я вообще поднял эту тему? Для всех, кто играл в игры, очевидно, что Геральт всегда пользовался именно длинными мечами. Однако в польской экранизации функцию меча ведьмака выполняет катана. И авторов можно понять, потому что описания меча ведьмака практически нет. Более подробно описан махакамский рунный сигель. Длина сигеля указана как 40 дюймов, а вес не более 35 унций. Переводя в наши единицы измерения, получаем 101,6 см, 992,23 грамма, то есть менее килограмма, и рукоять в целых 30 см, то есть длина клинка получается очень маленькая. Даже меч Фиори, который я использую в некоторых своих видео, будет больше этого меча, то есть даже он общей длиной составляет 120 см. Первое каноничное описание меча ведьмака мы получаем только в книге «Сезон гроз», и оно довольно похоже на махакамский сигель. Это такой же коротыш, с общей длиной где-то в метр и с рукоятью в 30 сантиметров. В первом же Ведьмаке меч Геральта — это вообще огромная балумба, где-то в 135 сантиметров, если не больше. Вообще, пожалуй, эта итерация меча Ведьмака моя любимая. Она довольно длинная, что дает хорошую дистанцию поражения. Меч, с одной стороны, достаточно широкий для нанесения эффективного рубящего удара, но при этом не избыточно широкий, что обеспечивает ему хорошую управляемость. Во втором же и третьем Ведьмаке есть тенденция к увеличению ширины клинка. Это все еще самые крутые мечи в игровой индустрии. Они полностью функциональны, я держал копии некоторых таких мечей в руках, но на мой вкус у них чуть-чуть излишне переутяжелен клинок, что абсолютно логично, учитывая назначение этого оружия. Хотя по иронии серебряные мечи наоборот становятся тоньше. Также давайте обсудим, насколько длинный меч логичен в качестве основного оружия Ведьмака. Зачем Ведьмаку использовать меч, если он вполне может использовать копье, которое в 2 раза длиннее? И мне кажется, эта мысль не очень хорошо продумана. И мне кажется как раз логичным выбор длинного меча как основного оружия Ведьмака.
меча. Копье это прекрасное оружие, но исключительно в рамках своего спектра задач. То есть против одиночных и больших гадов, типа каких-нибудь драконидов, оно действительно будет лучше. А теперь попробуем влезть с ним в пещеру накеров. Длинный меч очень хорош тем, что это по сути универсальное оружие. Он опасен практически на любой дистанции, от дальней до сверхближней. Также в длинном мече очень много техники, которая позволит себя комфортно чувствовать против практически любого противника, особенно в комбинации с ведьмачьей реакцией. Почему не меч-щит? Со щитом тоже не везде можно протиснуться, и он будет полезен далеко не против любого противника. Возьмем тех же здоровых монстров, к примеру, типа каких-нибудь грифонов. Длинным же мечом можно как колоть тяжело бронированные цели, так и отбиваться рубящими от каких-нибудь гулей на кладбище. При этом как у удара, так и у укола длинным мечом очень хорошая останавливающая способность, что крайне принципиально против различных противников. К тому же для охотников часто принципиально не повредить шкуру, поэтому они могут использовать различные копья, дротики и так далее. Ведьмак же не сколько охотник, сколько дезинсектор. То есть ему в целом пофигу на состояние добычи после того, как он ее зарубит. Так что да, ввиду огромного бестиария вселенной Неверленда, действительно длинный меч скорее всего был бы лучшим оружием для мутанта со сверхчеловеческой реакцией. Ну и конечно скажем пару слов про заспинное ношение меча. Если вам удастся сделать систему портупей, чтобы нормально носить такой меч за спиной, то на самом деле это довольно удобно. Основная проблема такого способа ношения это извлечение меча. Из-за спины клинок, особенно таких размеров, быстро не выхватишь. Вы можете обратить внимание на прорезь в ножнах Геральта, она нужна здесь именно для этих целей. Вообще для случаев, где вам нужно носить один меч, и это общественно приемлемо, конечно лучший вариант носить его на поясе. Но в случае Геральта ему постоянно нужно таскать с собой два меча. И вполне удобной схемой было бы носить один меч, например, стальной, который может понадобиться для городской самообороны, в левой руке, а серебряный, который явно не пригодится прямо здесь, прямо сейчас за спиной. Так, ну вступление обсудили, можно переходить непосредственно к поединку. Начинается он с небольшой потасовки между убийцей и Фольтестом. И здесь мы четко видим, что убийца не может пробить доспех Фольтеста, что вполне логично. Латному доспеху должно быть полностью пофиг на рубящие удары любым мечом. И Фольтест делает все правильно, просто пытается защитить свою голову руками. Геральт вырывается и кидает кинжал. И это вполне нормальное решение, потому что вряд ли этим кинжалом он бы задел Фольтеста. Поскольку он был в полных латах, ему практически ничего не угрожало. Ну и да, отразить летящий кинжал более чем реально, даже простому смертному, что уж говорить о Ведьмаке. Также для будущих видео по Ведьмаку нам нужно обсудить, как взаимодействуют доспехи и ведьмачьи мечи. И судя по тому, что мы видим в катсценах и в книгах, вроде как ведьмачий меч не должен пробивать доспехи. То есть он может залететь между пластин, например, но именно рубящим ударом в пластину вроде пробивать не должен. А вот здесь мы видим, насколько ведьмаки чудовищно сильные. Брошенный кинжал даже после сбива сохранил такую кинетическую энергию, что смог воткнуться в камень. Геральт начинает бой со знака Аарт. Вообще, учитывая матчап оружия, Геральту гораздо выгоднее держать дистанцию. То есть по-хорошему он должен максимально использовать дистанцию своего оружия и не давать противнику подойти близко. И как видите, даже несмотря на знак, Геральт проваливает эту задачу в первом раунде. Неизвестный ведьмак начинает с серии финтов. Начнем с того, что такое финт. Финт это ложная атака с целью вызвать какую-то защитную реакцию. Финты бывают совершенно разные. Самый популярный тип финта это финт со сменой направления. Показываю право, бью слева. Бывают финты с повтором сектора. Показали право, немножко не добрали дистанцию. Соперник расслабился, ну атаки не будет, а она будет. Бывают финты со сменой типа атаки. Показали удар, а на самом деле делаем укол. И наш убийца как раз делает финты со сменой направления. Он привлекает внимание Геральта к верхнему сектору и атакует его снизу. И тут видно, что у Геральта возникает одна проблема. Он привык фехтовать с соперниками медленнее себя. Атаку с финтом обычно контрит контратака. То есть пока соперник крутит все свои вот эти финты, вы просто бьете ему прямой в лобешник. Геральт же до последнего пытается взять защиту, что категорически неправильно, если работаешь против финта. Финт как раз нацелен на то, чтобы обойти твою защиту. Но Геральт слишком привык к финтам обычных смертных. Потому что финт обычного смертного для него слишком медленный. И даже в случае атаки с финтом он может все равно взять защиту и дать ответ. Кстати, по поводу вот этой искры. Это вполне себе реальная штука. Искры действительно высекаются при особо сильных ударах меча об меч. Особенно часто это происходит на длинном мече. В этом моменте Геральт понимает, что дела дрянь. Противник, ввиду наличия второго оружия, просто спамит его сериями. И соответственно он начинает бросать наиболее длинные удары, чтобы просто отогнать его от себя. Обратите внимание, Геральт в панике отступает,
отступает, пытаясь хоть как-то взять защиту. Он даже на обратный хват тут переходит. То есть Геральт слишком привык к тому, что против сильных соперников он может просто выполнить какую-нибудь херню, и просто из-за того, что он быстрый, это сработает. Тут, кстати, Геральт бросил неплохую комбинацию. После пируэта Геральт сунул горизонтальный удар Миттельхау в голову. Соперник пригнулся, соответственно, открываясь снизу. Меч Геральта оказался снизу, и он попытался достать в нижнем ударом Унтерхау. И тут Геральт попробовал реализовать ту же самую схему. Удар в голову с одной стороны, соперник пригибается, и он пытается достать его в корпус вторым ударом. Это супер наглый план против человека с двумя клинками, но он почти сработал. Обратите внимание, он своими зубочистками едва-едва успел спарировать шпалу Геральта. И это на самом деле довольно редкая ситуация. Несмотря на то, что у нашего убийцы два оружия, и казалось бы, он имеет преимущество в ближнем бою, вот в этом конкретном положении ему плохо, потому что оба его клинка прижаты к его груди, и он не может ими нормально работать. А Геральт, в свою очередь, заряжен от Сверому в башню. Именно поэтому наш аноним выталкивает Геральта на дистанцию. И здесь Геральт выравнивает ситуацию. С помощью укола он отгоняет убийцу на дистанцию. Вот такой укол из-за спины это больше шпажная тема. Ну и пируэт тут довольно рискованный, потому что теряем оппонента из виду. Затем Геральт берет 8-ю защиту и отвечает с мулинета в ногу. Интересный вариант, потому что по классике тут бьется в голову. Скорее всего, Геральт просто хочет сменить тактику. Если раньше он был высоко-низко, то теперь он бьет низко-высоко. В надежде, что пока он защищает ноги, он не успеет отразить удар в голову. От удара в ногу наш убийца уходит прыжком. В фехтовании мы обычно убираем одну переднюю ногу, задняя часто находится в безопасности. Подобные уклонения и называются вольтами. Также эти подсадки под оружие тоже являются своего рода вольтом. А вот эти вращения вокруг своей оси называются пируэтом. Пируэт в большинстве случаев штука бесполезная. И прежде чем вы напишите в комментариях про ведьмачье фехтование, позвольте мне объяснить. В случае ведьмаков мы допускаем, что они могут отбиться от нескольких оппонентов. То есть зачем вообще нужно это вращение вокруг себя? Мы можем разворачиваться от одного оппонента на другого. Или если соперник проскочил мимо нас, мы можем разворачиваться на него. Также иногда пируэт можно использовать, когда мы выходим после успешной атаки. То есть вот это условно хороший пируэт. Геральт преследует соперника, поворачиваясь на него. А вот это условно два плохих пируэта, когда соперники без причин просто поворачиваются вокруг своей оси, чтобы ударить с другого направления. Но здесь пируэт это просто наследие книги, от которого они не могли отказаться. И нет, ребят, это не работает против чудовищ. Если вы хотите сделать какую-то ложную атаку и запутать противника, вы сделаете это оружием или за счет своих перемещений. Пируэт оставляет вас открытым на слишком большой промежуток времени. Пируэт против чудовищ вам нужен, если вы разбираетесь с толпой накеров и один у вас за спиной, а другой перед вами. Вы рубите первого, пируэтом разворачиваетесь, рубите второго. Но это не отменяет того факта, что пируэт нужен для того, чтобы развернуться на противника, а не от противника. И нет, это не оправдывается тем, что у ведьмаков какая-то своя секретная тайная школа фехтования, про которую никто не знает. Механика движения у ведьмака точно такая же, как у обычного человека, просто он быстрее и сильнее. Углы поворота суставов у них такие же, как у нас. Массогабаритные характеристики у нас одинаковые. Просто благодаря своей силе, скорости и реакции, ведьмаки смогут сделать гораздо больше ошибок в поединке и все равно при этом выйти победителем. Но когда один ведьмак сражается с другим ведьмаком, скорость одного как бы нивелирует скорость другого. И именно это сейчас происходит с Геральтом. Второй ведьмак штрафует его за ошибки, за которые его не покарал бы обычный смертный. И это довольно интересно, потому что Геральт это универсал высокого уровня, а второй ведьмак это явно профильный дуэлянт. То есть его стиль ведения боя заточен на человеческую антропометрию. Это видно даже по выбору оружия. Геральт сражается универсальным длинным мечом, а у убийцы королей комбинация легкий меч плюс кинжал, то есть такая специфичная дуэльная комбинация. И по сути сейчас они сражаются на условиях дуэли. И второй ведьмак нащупал дырку у Геральта. Вот эти финты и серии финтов. И это очень интересный бой, потому что мы в какой-то веке можем видеть Геральта в роли андердога. Потому что практически во все другие поединки Геральт входил на условиях фаворита. Единственный бой,
в котором Геральт выступал до этого в роли андердога, это бой с Вильгефордсом, что первый, что второй. И сейчас Геральту срочно нужно найти какой-то козырь, потому что в плане своего фехтования эти бойцы примерно равны, но они встречаются на условиях убийцы королей. Здесь Геральт пытается выгнать его на дистанцию и остановить этот бешеный прессинг. Вроде почти удалось отыграть через ближний бой и более тяжелое оружие. Гаденыш сконтрил и вытолкнул. Кстати, довольно интересно, что Геральт многие комбинации заканчивает вот этим ударом слева. Обратите внимание. Раз, два, 3. То есть этот удар — это явная коронка. Геральт применил ее уже несколько раз, и она ни разу не сработала. Он отгоняет убийцу назад уколами, делает сетап для удара в голову с помощью удара в ноги. И здесь Геральт явно хотел выйти назад, чтобы подумать, но Ведьмак продолжает наступать, не давая Геральту подумать. И тут Ведьмак делает перекат. Геральт думает, ну сейчас-то я его накажу, но чуть-чуть запаздывает. Он явно так обрадовался этому перекату и так хотел его наказать, что вся техника вылетела у него в окно, и он сделал какой-то очень размашистый и нелепый удар. И здесь Геральт уже откровенно выживает. Уклоняется, ставит очень обобщенные защиты. И вот здесь он находит тот самый геймчейнджер, который его спасает. Он швыряет Ведьмаку в лицо кошелек, чтобы ненадолго сбить его концентрацию. А поскольку это поединок двух крайне обученных и быстрых профессионалов, стоит ослабить концентрацию на миллисекунду, и тебе сразу же прилетает. Также мне очень нравится, что даже отрубив ему руку начисто, что, кстати, возможно, Геральт продолжает добивать, пока соперник не перестает двигаться, и после этого он сразу же выходит, чтобы проконтролировать, мало ли что он там из последних сил выкинет. В общем, бой получился безумно крутым. В какой-то веке нам показали Геральта против очень близкого соперника. И не просто близкого, а против соперника, против которого Белому Волку реально пришлось выживать. При том, что условия у Геральта были максимально поганые. Во-первых, он не знал, что вообще будет какой-то бой. Во-вторых, конечно же, он не знал, что будет бой именно с Ведьмаком. В-третьих, стоит не забывать, что второй Ведьмак, скорее всего, был под эликсирами. И то, что это был Ведьмак-дуэлянт, у которого профилем, скорее всего, было убийство людей. И это, пожалуй, отличает максимально крутых и топовых фехтовальщиков от просто хороших. Умение выдать свой максимум даже в максимально неудобных условиях. Так что этот бой действительно характеризует Геральта как очень хорошего фехтовальщика. Но никак не отменяет того факта, что это был один из самых близких поединков во всей карьере Геральта из Ривии. Также спасибо всем, кто поддерживает выпуск видео на Бусти. Там я организую голосовалки за выбор тем к следующим видео. В прошлом месяце сумма с Бусти плюс интеграция позволила нам закупить новые петлички. Так что качество звука в шортсах и видео, снятых на ходу, должно возрасти. Список новых тем, за которые вы можете проголосовать на Бусти, вы видите на экране. А на сегодня все.